еще Петю. Так, тихо, 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 тихо. Вот тоже 3300. 3280. Ребята, всем огромный привет. Последнее время цены на корма очень сильно растут, а птицу кормить надо. Дорого. Мешок стоит сейчас 1800 рублей. И вот последние 2 недели стал использовать стратегический запас. У меня с осени заготовлена вот такая вот мелкая картошка. Осенью копали, оставляли, и я ее хранил. Хранил я ее для кур, для несушек. Собирался брать некоторое количество несушек себе в хозяйство, но пока что-то у меня не получается. И решил использовать вот эту картошку для кормления бройлеров. Вот последние 2 недели кормлю, варю эту картошку. Она уже вот начала немного прорастать. Здесь вот хранилась у меня всю зиму. В принципе нормально. Вот такие вот ростки. Не сильно крупные, ну где-то есть покрупнее всякие. Ну в принципе картошка не задрябла. Нормально. Вот каждое утро и вечер варю по ведру. Мешаю с комбикормом. Добавляю чуть-чуть рыбьего жира. И в принципе первый день, когда давал цыплятам, сперва еще как бы это присматривались. Ну ничего, потом где-то через часик распробовали и все нормально съели. И сейчас даю, они начинают в драку. Ну параллельно с этим даю комбикорм. Параллельно с этим даю комбикорм. Комбикорм тоже едят. Но вот эту картошку им больше нравится. Вареная картошка. И в принципе, ну, набирают вполне нормально. Ну, вот использование вот такого домашнего прикорма, так его можно назвать, для бройлерной птицы. Ну, это, в принципе, это нормально. Это кто не кормит комбикормом, так и поступают. Кормят домашней какой-то вот овощами, корнеплодами. Картошка, свекла, морковка, там, капуста. Все это варят, делают мешанку и кормят свою птицу. Ну да, конечно, птица растет без комбикорма значительно дольше. Но тут с комбикормом у меня, в принципе неплохо. Сейчас моим бройлерам 50 дней. Вот. Хочу сейчас измерить, сколько вес. В принципе, уже забойный возраст наступил. Забивают бройлеров, начинают с 47 дня до 2 месяцев. Ну, это такая средний забойный вес. Птица набирает где-то в районе 3 килограмм. К 2 месяцам может и 4 килограмма быть. Вот сейчас вешаю. Посмотрим, сколько весят мои цыплята. Ну, в ближайшие дни буду забивать. По времени немного не срастается, поэтому немножко затянул. Что-то вообще кругом завал с работой. И ну, что-то у меня никак не, по времени не сходится. Ну, на следующей неделе понемногу начну забивать самых крупных. И постепенно буду выбивать поголовье. Так как подрастает уже следующая партия. Это у меня первая партия подошла к забою в этом году. Вылупились они у меня в начале. Вылупились они у меня в январе, во второй декаде, по-моему. Вот, и сейчас им 49 или 50 дней. Вот так вот. Вот видите, какие ростки. Ну, в принципе, нормально. Вот какие-то мешки попадаются без ростков. Немного ростков. А некоторые вот хорошо проросли. Ну, видать, которые... Вот у меня за спиной мой стратегический запас. Тут сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мешков сейчас. Кормлю вот за эти 2 недели уже 3-й мешок картошки.
Уже третий мешок у меня заканчивается. Ну, значительно экономит. Вообще значительно. Невозможно, невозможно кормить по такой цене. Комбикорм золотой в последнее время стал вообще и дорожает каждый месяц, ну, на 100, на 150 рублей мешок. Вот я посмотрел по чекам, в январе мешок стоил 1580, по-моему. А сейчас уже 1780. Или 530, 1530 вроде так вот что-то стоил. А сейчас уже 1780. ПК-6 стоит. ПК-5 еще дороже. ПК-2 подорожал. Четверка, ну, все подорожало. Не знаю, как будет дальше. Справятся ли наши товаропроизводители с компонентами. Как объясняют в магазине, белково-витаминно-минеральный комплекс, который добавляется, вот, ну, на основе которого делается вот этот комбикорм, он закупается где-то, ну, короче, с ЕС идет. Не знаю почему, неужели у нас своего производства нету. Из-за этого цены ползут. Вот тут у меня уже сваренная картошка. Приготавливаю ее так, обычным ручным способом. Давлю. Варю ее до такого, ну, сильно вареного состояния, чтобы она мягенькая была. И разминаю в руках. Руки, правда, мораются. Но... Вот таким образом стараюсь разминать каждую картошину. Вот так вот примерно 2/3. Две трети от ведерка накладываю. Есть вот рыбий жир вот такой вот у меня. Рыбьего жира добавляю, ну, совсем немножко. Может, где-то столовую ложку для запаха. Много добавлять. Птица будет пахнуть этой. Мясо будет припахивать немножко рыбьим жиром. Сюда же добавляю пару совочков ПК-6. И все это дело хорошенько перемешиваю. Каша-мешанка готова для птицы. Воды не добавляю. Такая вот она полусухая получается. Тут у меня вот всякие разные чашечки. По чашечкам раскладываю и отдаю птице. В принципе, едят и одну картошку неплохо. Но рыбий жир — это очень полезная вещь для роста птицы. Вот так вот ручки сполоснуть. Ну все, пойдемте кормить. Вот цыплята вот достаточно крупные. Ну, в районе где-то 3 килограммчиков, наверное, весят. Есть поменьше, есть побольше. Ну, сейчас взвешиваем, посмотрим, сколько весят наши цыпы. Вечерний корм уже подъели, вон все кормушки пустоватые. Давайте, ребятки. Комбикорм, конечно же, тоже даю. Тут не доели еще. Тихо, тихо. Но комбикорма уходит уже
в 2 раза меньше, как если бы одним комбикормом кормил. Кашу съедает полностью подчистую. Даже чашечки все чистенькие остаются. Ни одной крошки не оставляют. Так, друзья, ну что, давайте измерим. Весы поставил на 0. Вот цыпочка. Сейчас его в тазик поставлю. Ну, вес у нас что? 3400 почти. Вот 3300. Вот 50 дней. Но это не самый крупный, ну и не самый мелкий. Сейчас еще одного возьму. Ну и нормально. 2,5 килограмма где-то будет тушка. Еще Петю. Так, тихо, 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 тихо. Вот тоже 3300. 3280. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо. Вот тоже такой же, 360. Ну, 3 килограмма 200 грамм, 50 дней. Ну вот в прошлом, когда выращивал вот этих бройлеров, кормил обычным комбикормом. Вот этот докорм из домашних там картошки и так далее я не использовал. Но это занимает очень много времени, отнимает. Ну и было как бы стоимость корма еще достаточно приемлемая. И вот этот баланс затраты на кормление и стоимость уже конечного продукта, она как бы нормально все выходила. В принципе, можно было и без докорма вот это все бройлеров выращивать. Но сейчас корма растут каждый день, поэтому пришлось вот прибегнуть вот к этому способу кормлением, вареньем картошки. Занимает, конечно, время, говорю, много. Это надо утром сварить, надо вечером сварить. Но стоимость продукта хотя бы уже удерживается на том уровне, который был в предыдущие месяцы. Поднимать, задирать цену на конечный продукт, на мясо, ну, блин, это нехорошо. У людей особо денежной массы сейчас тоже нет, у всех кризис, тоже сложновато с деньгами. Но вот так вот, таким образом приходится сдерживать цену на стоимость мяса птицы. На этом все, друзья, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч, всем добра, увидимся в следующем сюжете, всем пока-пока.